Привет! Это первое видео из серии по фреймворку Masonite. В данном руководстве мы создадим небольшой проект To-Do. Вы познакомитесь с фреймворком Masonite и его базовыми возможностями. Для начала я немного расскажу о самом фреймворке. Masonite – это инструмент, который ориентирован на разработчиков со всеми необходимыми функциями. Masonite идеально подходит для начинающих, разрабатывающих свое первое веб-приложение, или для опытных разработчиков и компаний, которым необходимо использовать весь набор доступных функций. Masonite прилагает все усилия, чтобы быть быстрым и простым, от установки до развертывания. Разработчики могут перейти от концепции к созданию быстрее и эффективнее. Некоторые примечательные возможности, встроенные в Masonite. Поддержка быстрой отправки электронных писем. Поддержка очередей для ускорения вашего приложения. Отправка задач на выполнение в очередь или асинхронно. Простой и эффективный способ отправки уведомлений вашим пользователям. Планирование и запуск задач по расписанию, например, каждый день в полночь. События, которые вы можете прослушивать при выполнении ваших задач, когда в приложении происходят определенные события. Красивый ORM в стиле Active Record под названием Masonite ORM. Много других функций, которые вы можете найти в документации. Теперь перейдем к установке фреймворка и настройке проекта. Открою терминал и перейду в каталог, в котором создам свое приложение. Я создам директорию командой mkdir todo и перейду в эту директорию, выполнив команду cd todo. Если вы работаете в Windows, вы можете просто создать каталог и открыть его в PowerShell. Создам виртуальное окружение, выполнив команду python-m venv и активирую его, выполнив скрипт activate из папки скриптов. Если вы используете Linux, то для активации виртуального окружения выполните source venv/bin/activate. Теперь можем установить Masonite. Выполним команду pip install Masonite. Затем создам новый проект. Project start. Затем установлю зависимости Masonite Project install. После установки мы можем запустить сервер разработки командой python craft serve. Перейдя по адресу localhost port 8000, видим приветственную страницу Masonite. Чтобы выключить сервер, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-C. Теперь разберемся в структуре проекта Masonite. Директория App – это основная директория проекта, где вы пишете свою логику. Перейдем в эту директорию и рассмотрим ее содержимое. Директория Controllers содержит файлы контроллеров. Контроллеры отвечают за обработку запросов и возвращение ответов, которые вы видите в веб-браузере. Ответы от сервера могут быть словарями, списками, HTML-страницами или любым классом, который может отображать ответ. Директория Middlewares содержит файлы промежуточного программного обеспечения. Middleware является важным аспектом веб-приложений, поскольку оно позволяет запускать важный код до или после каждого запроса или определенных маршрутов. В директории Models хранятся ваши модели. Модели мы используем для того, чтобы забрать данные из таблицы, создание новых записей и так далее. Директория Providers содержит ваши провайдеры. Провайдеры – это ключевые строительные блоки Masonite. Единственное, что они делают, регистрируют что-то в сервис-контейнер или запускают логику по запросам. Перейдем в директорию Config. Она содержит различные настройки проекта. Файл application.py – это настройки вашего приложения, такие как секретный ключ, дебаг-режим и так далее. В auth.py – настройка авторизации, где указываем модель пользователя и так далее. Broadcast.py служит для настройки драйвера Pusher. В Cache.py – настройки кэширования для Redis, Memcached и файлового драйвера. В Database.py – настройки базы данных для MySQL, Postgres, MS SQL и SQLite. В FileSystem.py – настройки для драйвера хранения файлов, локально или в облаке S3. В Mail.py – настройки для драйвера отправки почты. В Notification.py – настройки для отправки уведомлений в Slack, SMS или в BD. В Queue.py – настройки драйверов очередей, Async, Database и AMQP. В Security.py описываем настройки CORS, в Session.py хранятся настройка сессий, куки и Redis. Файл Providers.py содержит список всех Service Providers. Директория Databases содержит миграции и файлы для загрузки демо-данных.
Директория Resources служит для хранения статических файлов, например, таких как JavaScript и CSS. В директории Routes хранятся файлы ваших маршрутов, URLs. Storage содержит билд ваших файлов фронтенда. В Templates будут храниться ваши HTML-файлы. Директория Tests хранит файлы тестов. В файле .env записаны переменные окружения. В .env.testing переменные окружения для тестов. CraftPy – этот файл будет использоваться всякий раз, когда вы запускаете команду python-craft. KernelPy – это файл, который используется для настройки всего вашего проекта. Рассмотрим файл WebPy в директории Roots. Здесь у класса root указываем, какой метод мы используем, подразумевая HTTP метод. Затем передаем сам путь и в текстовом варианте название класса контроллера. Через символ собачки метод, который нужно вызвать. Более подробно root мы рассмотрим в следующих видео. В директории app/controllers откройте файл welcome-controller.py. Это наш класс контроллера. Он должен наследоваться от класса контроллер. В самом классе мы описываем методы, которые будут вызываться по определенным маршрутам. Метод show принимает view. Это класс, который рендерит шаблоны. Данный метод вернет готовый HTML. В метод render мы передаем название HTML файла. Сам шаблон находится в директории templates, файл welcome.html. Почистим наш проект от лишних данных. Удалю файл welcome-controller.py и из списка routes WebPy удалю данную строку.